Его надо заполнить. Это история об одном диктаторе, который в большой политике вот уже 20 лет. При его правлении курс национальной валюты обвалился в несколько раз. В стране невероятно выросли цены, а на горизонте маячит гиперинфляция. При этом он называет процентную ставку Центрального банка матерью всех зол. Ориентируется не на законы экономики, а на предписания ислама. И увольняет ключевых чиновников, которые осмеливаются спорить с самодержцем. Знакомьтесь. Одновременно друг и враг всех россиян господин Реджеп Таyyip Эрдоган. И это история о его ярком эксперименте, в ходе которого человечество наречет его либо безумец, либо гений. Если вы не президент, то вы не можете игнорировать реальное положение дел. А дела такие. Айтишники работают удаленно, имеют хорошую зарплату и не привязаны к месту. И сейчас я расскажу, как Skillbox может сделать из вас айтишника с нуля. Первое. Они создали 12-месячный курс, идеальный для новичка. Python-разработчик. Потому что это один из лучших языков для старта в IT. Второе. Разбили курс на 3 уровня сложности. Основы Python, фреймворк Django и продвинутый. Третье. В середине курса появится стажировка в Skillbox, а чуть позднее – трудоустройство с помощью карьерного центра. Четвертое. В качестве кураторов выступают практики из крупных компаний, таких как EPAM, Сбер и другие. Курс ориентирован на практику, и уже через 21 день вы напишете вот эти трудновыговариваемые штуки. Чтобы было приятнее по деньгам, есть бонусы. Первый платеж через 6 месяцев обучения, а по промокоду MyGap скидка 40%. Переходите по ссылке в описании и становитесь питонистом. На экране вы видите курс доллара к лире, то есть чем выше, тем хуже для лиры. В принципе, падала она всегда, на протяжении всей своей истории, но всегда вопрос в темпе. Ведь чтобы за $1 давали на 6 лир больше, требовалось около 8 лет. Но с 2021 года курс уже не снижался вяло, а падал, будто прыгал со скалы. Таким образом, за 10 лет валюта подешевела больше, чем в 10 раз. Представьте, как если бы график рубля выглядел так, то сейчас за $1 давали бы по 300 рублей. Ужас. Хотя в марте мы в демо-версии ужаса побывали. Но речь сейчас не об этом. Речь сейчас о стране, где наряду с дикой девальвацией валюты происходит такой же дикий рост цен. Годовая инфляция подобралась вплотную к 80%. И несмотря на это, президент не собирается поднимать ключевую ставку ЦБ. Более того, он активно борется со всеми, кто воспринимает классические методы экономического управления. У товарища Эрдогана свой путь. Но чтобы картинка у вас начала складываться полностью, то давайте сделаем шаг в сторону и посмотрим, какую модель развития выбрала эта солнечная страна. Для многих россиян Турция ассоциируется с all-inclusive, Наташами и тотальным расслабоном. Гон-гон, самогон, заливаем ночью, а с утра очень красные очи. Но на самом деле в мировой экономике эта страна, не первая, конечно, но заметная. Ее экспорт сильно разнообразен. Она поставляет в мир текстиль, реакторы, автомобильные комплектующие, сталь, еду и пластик. В сумме они продают за рубеж на $177 миллиарда. Это можно сравнить с Россией. Да, Россия продает в 2 раза больше, но и россиян в 2 раза больше. А самое главное, что 72% продажи за рубеж – это все то, что мы выкачиваем из земли.
Турцию земельными богатствами обделили, и единственный вариант для развития в таких несправедливых условиях стало занятие бизнесом. Но откуда брать деньги, если не из земли? Существует 3 модели роста экономики страны. Экономика не волосы, сама не растет. Чтобы был экономический рост, нужно подпитывать его инвестициями. Но вот вопрос, откуда взять ресурсы для этих самых инвестиций? В общем и целом есть 3 варианта. Первый – через сбережения у населения. Можно взять деньги у живущих в вашей стране людей и стимулировать их конвертацию в инвестиции. Но для этого должны выполняться 2 условия. Во-первых, эти сбережения должны быть, причем в достаточном количестве. Во-вторых, нужны институты и механизмы, обеспечивающие легкую конвертацию сбережений в инвестиции. Развитый фондовый рынок, институты, облегчающие открытие и ведение бизнеса, и вот это вот все. В Турции нулевых таких условий не было. Население сложно было назвать богатым, а норма сбережений, это доля сбережений в общем располагаемом доходе, исторически у турков была весьма низкой. Про развитый фондовый рынок и институты и говорить не приходится. В общем, не вариант. Второй вариант через госрасходы. Чувствуете, запахло родными березками? Да-да, именно такая модель используется в России и в других странах с так называемым ресурсным госкапитализмом. Вынимаешь что-нибудь из земли, продаешь в другую страну, а сверхприбыли пускаешь на инвестиционные проекты. Такой подход часто критикуют, и есть за что, но в целом это работает. Турцию, как мы помним, природными ресурсами обделили, поэтому этот вариант тоже не для нее. А раз первая и вторая модель не работают, то турки выбрали так называемый третий путь. За чужие деньги. То есть за иностранные инвестиции. За последние 15-20 лет Турция достигла на этом поприще больших успехов. Что мы имеем? Дешевая рабочая сила, выгодная география и понятная тогда еще монетарная политика, разнообразные налоговые льготы для привлечения иностранного капитала, яркий пример – отмена НДФЛ для сотрудников некоторых забугорных компаний, и вуаля! В страну потекли деньги. Большие деньги. Если все время до нулевых иностранные вливания не набирали и $1 миллиарда, то в последующие 20 лет это были миллиарды долларов. Но у такого подхода есть 2 минуса. Первая проблема. Формировался дефицит торгового баланса, и мы сейчас не столько про соотношение импорта и экспорта товаров и услуг, сколько про задолженность вашей страны другим странам. Проще говоря, известный вам внешний долг. Как вы понимаете, иностранные инвестиции делаются для того, чтобы потом получить их обратно, да еще сверху получить за суету. Вы помните график роста инвестиций, но они же вносили свою лепту в увеличение внешнего долга, который также с нулевых вырос в 4 раза. Ну прям если супер просто. Пришли рептилоиды, отдали свои доллары Турции, Турция взяла доллары, поменяла на лиру, построила заводы, начала наводить экономический движ. Затем каждый год она эти вложения возвращает, продает лиру, отдает доллары. Это все бьет по национальной валюте. Она начинает дешеветь. Что и происходит в Турции вот уже много лет. В итоге экономика страдает от недоступности импорта. Производство страдает, так как дорого закупать оборудование и импортное сырье, а своими ресурсами Турция, как мы помним, обделена. Население страдает от дороговизны импортных потребительских товаров, что заставляет увеличивать потребление, еще больше проедая и так скудные сбережения. Вторая проблема. Модель роста на иностранных инвестициях может хорошо работать в стабильные периоды, но в кризисы она дает сбои, так как иностранные инвесторы в такие моменты выводят свой капитал от греха подальше. Ну нахер. Посмотрите сами. Инвестиции сократились тут из-за ипотечного кризиса США. Тут была попытка госпереворота в Турции. Ну а потом месье ковид. Цепь этих событий начала трясти экономику. Впервые двухзначная инфляция случилась в 2008 году. Но затем начался период спокойствия. Правда, сейчас все изменилось. Бум инфляции 80% сейчас начался с 2017 года. Тогда инфляция была около 11%. Правы были родители, которые говорят: «Ты сегодня курить начал, а завтра от передоза сдохнешь». У Турции было достаточно времени, чтобы применить классический прием – повысить процентную ставку. Но этому помешал Эрдоган. Он решил, что на самом-то деле все экономисты мира ошибаются. И на самом деле
Нужно не повышать ставку, а наоборот, понижать ее. Я убежден, процентные ставки – мать и отец всех зол. А пока Турция думает, как разогнать бизнес-активность, в России бренд Case Guru отжимает долю у Apple AirPods. Свежайшая технологическая новинка. CG Pods Air Pro – беспроводные наушники с двойным активным шумоподавлением, которое буквально глушит лишние звуки и очищает ваш голос от любого шума при разговоре. А можно наоборот. Режим прозрачности транслирует звуки окружающей среды в наушниках без подавления. Главная фишка других, уже проверенных временем моделей CG Pods 5.0 и Lite – это влагозащита. Можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду. Брутальные CG Pods 5.0 в неубиваемом кейсе из авиационного алюминия выдерживают до 220 кг. Компактные CG Pods Lite в изящном миниатюрном антистресс-кейсе покорили многих девушек по всему миру. Управление на любой вкус, механические или сенсорные кнопки. До 6 часов музыки без перерыва, а без розетки обходится до 24 часов. Прямая цена производителей без наценок сетевых гигантов всего 5490 рублей. Год гарантии не ремонт, а замена. Промокод MyGap22 на дополнительную скидку 200 рублей и ссылка в описании. Экономику любой страны постоянно бросает то в рецессию, то в процветание, то в инфляцию, то в дефляцию. И за всю свою историю человечество придумало инструменты, чтобы удерживать экономику в золотой середине, не заваливаясь к краям. Одним из таких инструментов выступает ключевая ставка. Мы уже много раз говорили о ней здесь и даже здесь. Если совсем упростить, замедляется деловая активность, снижай ставку. Кредиты подешевели, деньги крутятся, бизнесы мутятся. Цены сильно поперли вверх, повышай ставку. Кредиты дороже, депозиты стягивают деньги, денежная масса сжимается, активность тоже, вместе и цены. Это можно сказать из учебника. Но в реальности всегда есть нюансы. И такой инструмент, как поднятие ставки, могут использовать в условиях, не описанных в учебниках. Вспомните нашу историю. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. В 2014 году мы использовали поднятие ставки до 17%, чтобы остановить поток людей, желающих купить доллары, и повысить привлекательность рублевых вкладов. 28 февраля 2022 похожая история. Ставку подняли до 20%. Правда, это был лишь один из способов в целой цепи охлаждения желания скинуть рубли. Там еще сильно сыграли ограничения, комиссии, резкое падение импорта, продажа валютных сверхдоходов, но тем не менее. Можно взять еще США. Сейчас там происходит рецессия. То есть активность не ахти, но в то же время прет инфляция. Но прет она из-за роста цен на энергоносители. И тем не менее, они принимают решение о поднятии ставки ФРС. Несмотря на то, что бизнес и так вялый. Они это делают не хотя, потому что это всегда несет репутационные риски. А удержаться на этом посту в следующий срок хочется. Никто не хочет брать на себя проблемы прошлых руководителей. Вначале, кстати, вообще эту инфляцию не воспринимали, даже слово-то боялись произносить. Это такой местный Навальный. Но, тем не менее, ставку с ковидных времен подняли и вроде как поднимут еще. Повышение процентных ставок приведет к снижению инфляции, но это доставит проблемы домохозяйствам и предприятиям, однако неспособность обуздать рост цен гораздо большая проблема. И это вы сейчас видите мелкие ставки там по 2-3% в США. Но однажды, в 1980 году, ставку подняли аж до 20%. За 7 лет до этого Никсон отвязал доллар от золота, что спровоцировало всплеск инфляции.
Ну, как всплеск. По сравнению с Турцией вообще цветочки, но тем не менее, инфляция под 13,5% вынудила ставку поднять, экономику притормозить и адаптироваться к новым условиям. То есть обычно ставку повышают для борьбы с ростом цен и защиты валюты. Но у Реджепа Эрдогана на это свой авторский взгляд. Это как классический, только наоборот. Мы снижаем и будем снижать процентные ставки до однозначных чисел в кратчайшие сроки. После того, как она упадет до однозначных значений, инфляция также замедлится до однозначных чисел. Кстати, после этих слов ставку снизили на 4,25% пункта, а потом и еще. Даже инфляция какое-то время снижалась. Правда, он, видимо, подумал, что дело как раз в том, что они снизили процентную ставку, а не в том, что до этого ставка около 1,5 года была под 20%. Возможно, у вас сейчас есть ряд вопросов. Дед засиделся и с ума сошел? А может ли президент влиять на решение Центрального банка? Господа, вы так говорите, как будто живете в стране, где ветви власти контролируют друг друга. Давайте я вам расскажу одну занимательную историю. 7 ноября 2020 года Центральный банк возглавил новый управляющий Наджи Агбал. Он получил экономику в, мягко говоря, не самом лучшем виде. Инфляция была уже больше 10%. Так еще до этого 130 миллиардов долларов потратили, а лучше сказать сожгли, пытаясь поддержать лиру. Ну, это когда продают доллары и закупают лиру, в надежде поддержать курс. Вышло не особо. Так вот, после своего назначения на ближайшей сессии 20 ноября глава ЦБ решил ставку повысить аж на 4,25% пункта, то есть до 15%, а через месяц повысил ее еще до 17%. При этом он открыто заявлял о своем подходе. Очевидно, что для скорейшего решения проблем инфляции необходимо провести сильное монетарное ужесточение, и это будет продолжаться в течение длительного времени. Он продолжал руководствоваться классическими законами экономики и совершил еще одно повышение до 19% 19 марта 2021 года. Ну, и что вы думаете произошло с Наджи Агбалом? Нет, он, слава богу, живой. Его уволили. Буквально на следующий день после очередного повышения ставки. 19 марта он повысил ставку до 19%, магия цифр какая-то, а на следующий день, 20 марта, президент его уволил, заменив на уже правильного главу ЦБ, который разделяет идеи Эрдогана в области монетарной политики. Это, кстати, была уже 4-я смена глав центральных банков за 3 года. Как вы понимаете, диктаторы любят назначать тех, кто с ними не спорит. Так, например, в начале этого года президент уволил главу Национального статистического агентства, по аналогии наш Росстат, ровно после того, как вышла статистика, что в 2021 году инфляция была 36%, а уровень безработицы 11%. Но это очень легко сказать. Да, дед просто засиделся, сошел с ума и ведет страну в пропасть. Но мы постараемся найти рациональное зерно в его подходе. И имя ему – неофишеризм. В экономике есть известное уравнение Фишера, которое выглядит так. На самом деле никому ничего складывать не надо. Оно используется для объяснения природы вещей. Поэтому вместо знака «равно» лучше поставить знак «приблизительно». Звучит формула так. Процентная ставка Центрального банка зависит от реальной ставки плюс темп инфляции. Здесь может быть непонятно только реальная ставка. Что это такое? А это стоимость кредита. То есть за сколько процентов вы готовы дать деньги в долг, если представить, что инфляции вообще нет. То есть если товары не дорожают, а вы дали Пете 100 рублей на год. Сколько бы вы хотели получить при условии, что вы уверены,
цены через год не изменятся ни на копейку. Из этого уравнения становится понятно, что ключевая ставка ЦБ должна быть выше уровня роста цен. Потому что инфляция — это лишь один компонент уравнения. А рост банковской ставки делает кредиты дороже, а значит меньше спрос на кредиты, а значит денежная масса сокращается, а инфляция снижается. Это и есть классическое и единственно верное трактование уравнения Фишера, которым пользуются большинство банков мира. Но если поиграть с этой формулой, то она может сказать, сколько вы на самом деле зарабатываете на банковских вкладах. Помните, когда в комментах люди пишут типа: вообще-то вклад в банке жрает инфляция, поэтому они для импотентов. Настоящие мужики вкладывают в крипту. Кстати, вот мой канал с сигналами. Смотрите, допустим, что ставка Центрального банка 10%, инфляция равна 8%, тогда реальный доход у вас будет 2% за год. Если инфляция 10%, то вклад не заработал ничего, 0. И если инфляция 12%, то через год вы потеряете 2% от вклада. Это называется эффект Фишера, и он показывает покупательную стоимость денег. Давайте для примера. У Джо есть $1000, и он планирует купить холодильник. Но не сейчас, а через год. Он кладет деньги на вклад по 10%. Через год он получит обратно $1100. Но холодильник тоже подорожает на уровень инфляции 12%. То есть цена возрастает до $1120. Таким образом, год назад Джо мог купить холодильник, а сейчас ему нужно докинуть еще 20-очку. И обычно на этом игры с формулами прекращаются, потому что последний вариант не находит практического применения в жизни. Но вот если очень хочется... Итак, неофишеристы переворачивают формулу своего гуру и говорят: нереальная ставка является разницей между банковской ставкой и инфляцией, а инфляция — это разница между банковской ставкой и реальной. А значит, утверждают неофишеристы, если снизить банковскую ставку при неизменной реальной ставке, а реальная ставка в нормальной экономике должна быть константой, то инфляция должна замедлиться. Если смотреть на формулу в лоб, то это действительно так. Однако мировое экономическое сообщество уверено, и эмпирически неоднократно успело в этом убедиться, что товарищи неофишеристы путают причину и следствие. Почему так? Например, неофишеристы могут рассматривать уравнение в статике, а нужно в динамике. Мол, именно в динамике становится понятно, что повышение банковской ставки купирует денежную массу, а аналогичное ее снижение не приводит к нужному эффекту, а лишь разгоняет инфляцию. Есть и другие версии, почему именно неофишеризм не работает. Но итог один. Работает он действительно так себе. Поэтому экономисты едины во мнении, что неофишеризм — это фрик-теория и псевдонаука. В целом, мы не знаем, почему Эрдоган выбрал именно такую интерпретацию. Но мы знаем, что он так считает, просто потому что он так говорит. Вы знаете о моей борьбе с процентными ставками. Мы снижаем процентные ставки и будем их снижать. Знайте, что инфляция тогда тоже упадет еще больше. Обменный курс стабилизируется, инфляция снизится, цены тоже упадут. Все это временно. Это он сказал в конце января 2022 года, когда инфляция была всего под 50%. Так как тут путается причина и следствие, то есть ставится во главу угла не реальная ставка, а ключевая, что именно она виновна в высоком росте цен, вот поэтому это все и называется неофишеризм. В глазах Эрдогана и его единомышленников выглядит все так. Инфляцию мы победим, снизив ключевую ставку, ведь чем меньше она, тем меньше инфляция. Так в школе учили. Чем меньше уменьшаемое, тем меньше итоговый результат. Но это, возможно, сработало бы, если бы нельзя было уходить в минус. А ведь можно. Давайте вернемся к эффекту Фишера и посмотрим, каков эффект Фишера в Турции в данный момент. Находим реальную ставку. Ключевая ставка ЦБ 13%, мы это знаем. Инфляция сейчас 79,6%, мы это тоже знаем. А реальная ставка получается минус 66,6. Опять какая-то магия цифр. То есть сейчас самый верный вариант — это взять кредит в банке, купить на него тот же холодильник, который хотел купить Джо, а через год продать, получив существенную реальную прибыль в 66,6%.
Банки в этой ситуации дико теряют на выдаче кредитов. Кстати, интересно, они сейчас эти кредиты выдают в лире вообще? И если да, то под какие проценты? Так вот, понимая, что реальная ставка сейчас минус 66%, то подставляя ее в эрдогановское даже уравнение, все равно все сойдется. То есть даже этот вид должен подсказывать Эрдогану, что понижать надо не ключевую ставку ЦБ, а надо повышать реальную. Есть еще одна причина, которой можно попытаться объяснить, почему ставки – это матерь всех зол. Ответ – религия. В исламе в принципе запрещено ростовщичество, и вы, возможно, знаете, что есть такое понятие, как исламский банкинг, который как бы подгоняет наставления священного писания под реалии капитализма. Ну, это если ты покупаешь холодильник сразу, то тебе его отдадут за $1000, а если берешь в рассрочку, то рассрочку тебе дадут, но холодильник стоит как бы 1200. И кредит как бы не было, и прибыль свою не упустил. Очень удобно. Как мусульманин я буду продолжать делать то, что требует ислам. То, что происходит сейчас в Турции, является по-настоящему историческим моментом. Президент изобретает новую экономику. Ей, кстати, уже дали название «Эрдоган-номика». Его идея выглядит так. Низкие ставки спровоцируют бум активности, товар польется на экспорт, валюта в страну, тем самым курс вырастет, а инфляция упадет. В принципе, идея правильная, но она работает при выполнении нескольких сразу работающих факторах. Свободная рабочая сила, запас инфляции, рецессия в экономике. То есть, иными словами, когда есть куда расти. Пока это выглядит сомнительно. Хотя, конечно, тут на помощь Турции пришли Россия и западные контрагенты. Ну, просто сейчас через Турцию гонят все запрещенное, санкционное и неправильное из западных стран. Сейчас экспорт из Турции в Россию вырос на 50%. И тут вопрос. Это перепродажа западного неправильного товара или план Эрдогана работает? Я же склоняюсь к вот какой точке зрения. Изначально Эрдоган руководствовался краткосрочными целями, когда в 21-м, избавившись от несогласного с ним главы ЦБ, начал снижать процентные ставки, чтобы снизить напряжение в обществе и дать микробизнесу дешевые кредиты. Коего там просто дохренища. Малый и средний бизнес в Турции составляет 99,8% зарегистрированных вообще всех бизнесов, то есть крупника там только 0,2%. МСП выдает более половины экспорта, и почти 3/4 рабочей силы там работает. Понижение процентной ставки в таких условиях сработало на короткой дистанции, но ближе к 2021 году начал зарождаться коллапс, который привел к инфляции под 80%, и теперь хрен знает, что с этим делать. Отступить значит показать свою слабость. Не привыкли диктаторы ошибки признавать. Да еще бизнесмены начнут, мягко говоря, лодку раскачивать. Что тогда остается? Правильно. Придумывать псевдонаучные объяснения, отсылаться к религии, а также искать врагов, на которых можно переложить вину. В любом случае, история крайне интересная. И совсем скоро мы узнаем, господин Эрдоган – непризнанный гений или автократ, который засиделся. Свои мысли пишите в комментарии, продвигая срач, продвигая алгоритмы. Вы знаете, кому отправить этот ролик. Увидимся на следующей встрече. Damn.